От нас убежали. Красиво. Ты боишься? Нет, я... Его сюда складываю так. Приспособа работает. На новогодние каникулы к нам в гости приехала моя сестра с семьей. Они в Грузии впервые, поэтому после того, как мы встретили Новый год, первым делом мы поехали гулять в Батуми. А раздеваться зачем? А ее нет? Прошлись по Батумскому бульвару, вышли к морю. Зимой оно совсем другое. Убежала, батарейки сели. Глянь, 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 глянь. Какой у него размах крыльев большой. Он на травке ездит. От нас убежали. Курица вон в точке. А также заглянули в парк 6 мая. Вечером, как заведено в Грузии, ужинали хинкалями и хачапури. Без этого никак. И напоследок вечерний город. Эти огни. Такой Батуми запомнится надолго. Милане, Милане, да.
Почему? Красиво. Почему? На следующий день после Батуми мы поехали в дендропарк в Шиквитиле. Наши дети немного приболели, поэтому остались с папой дома. Этот парк известен не только деревьями, но и экзотическими птицами со всех уголков мира. Здесь обитают до 58 видов птиц, среди которых яркие фламинго, аисты, цапли, пеликаны, а также разные виды попугаев и других редких птиц. Многие из этих видов находятся под угрозой в своей естественной среде, и парк создает условия, максимально приближенные к природным. Была достаточно холодной первая неделя Нового года. Вот, дрова практически заканчиваются уже. Поэтому сегодня планирую начать восполнять запасы. У меня вот такие кучи тут есть уже веток, которые необходимо распилить. Чтобы ускорить процесс, планирую сделать приспособу. Она должна увеличить скорость распила. Сейчас покажу. Материал для приспособы буду использовать основание из вот этих вот старых окон, которые мы снимали. И плюс вот такие вот у нас есть обрезки. Так, основание нашего приспособления для распилки дров я подготовил. Разметил вертикальные ограничители. Сейчас осталось их напилить и будем собирать. Красивые.
Вот этот договор стоял, дрожал. Бля, бля. Вода. Нет, она цепляется просто. Мандарин, это было. А, это бар. Не хочет на нас смотреть. Бедный кошмар. Он заболел. Так, все напилил. Теперь буду приступать к процессу сборки. Вот такая конструкция получилась. Нравится тебе, Тима? Ну, сейчас испытаем в деле, да? Нет, нет, руками вот так толкай, руками. Вот. Сам дендрологический парк Шиквитили расположен между морем и лесом и занимает около 60 гектаров. Здесь собрана коллекция более 200 видов деревьев со всего мира. Часть из них привозили и пересаживали уже взрослыми вместе с корневой системой. Парк разделен на зоны. Часть посвящена деревьям, которые растут в самой Грузии, а остальная – растениями со всех 5 континентов. И при этом вход сюда полностью бесплатный. Это действительно удивляет, учитывая масштаб и состояние парка. Нам самим стало интересно, за чей счет он содержится. Если вы знаете, напишите в комментариях, будет любопытно разобраться.
А внизу там такая роща из кипарисов. Только сейчас она не зеленая. Это место не просто зеленая прогулка. Это небольшое окно в мир растений и природы, которое остается в памяти надолго. Ломается, что ли? И неси большую. И вот сюда складывай вот так. Вот так складывать, да. Так. Вот так. Вот, правильно. Так, ну вот, первую загрузку распилили. Тима мне помог все уложить. Наверное, многовато я нагрузил, поэтому было не так удобно пилить. Плюс у меня чуть-чуть цепь уже подтупилась. Я думаю, если более острой цепью, она будет намного лучше пилиться. Сейчас попробую чуть меньше загрузку и продолжим. Ну а так, как бы, впечатление отличное, очень быстро. Вот такую охапку дров я представляю, если бы это все передвижением, все это так пилилось, а тут 10 минут и все готово. Так что приспособа работает. Так, еще небольшая доработка по высоте. Поставил ее вот так вот на 2 блока, чтобы не нагибаться, когда пилишь. Ну, нагибаться все равно придется, но не так сильно. Так, сказать, что доволен, ничего не сказать. Вот, буквально за 20 минут такую вот гору дров перепилил, сложил. Удобно, что это все в одном месте. Повернулся, сразу тебе полочка для дров раскладывать, здесь пилить. В общем, не зря потратил время на то, чтобы собрать эту штучку. Приспособу, даже не знаю, как ее назвать правильно. Поэтому, если кому-то нужно пилить дрова в больших количествах, как мне, рекомендую.
В садике нашей дочки давно предлагали билеты в театр, но у нас все никак не складывалось. В этот раз мы наконец решили выбрать этот момент и поехать на спектакль в Изургете. Здание театра поражает своим масштабом, является одним из самых крупных театральных зданий в Грузии после Тбилисской филармонии. Он был построен в начале 1960-х годов и с тех пор стал важной культурной точкой для всей Гурии. Назван он в честь грузинского театрального деятеля, режиссера первой постановки этого театра Александра Цуцунавы. Потолочная роспись принадлежит Аполлону Кутателадзе, величайшему грузинскому художнику. Вышли вот из театра. Как тебе, Тима, понравилось? Расскажи. Да. Интересно было, да? Сейчас у Таси спросим. Тася, тебе понравилось? М? Да, как девочки танцевали красиво в платье. А тебе, Тарас, как? Да, мне Я впечатлило хочу прям. очень. Даже много что видели в жизни, да, надо сказать. Ну да, очень красиво. И прям, да, такой объемный, высокий театр красивый. Прям дух захватывает, здорово. Да, надо еще будет ходить. Мы первый раз в этом театре. Да, И мы все зря, боялись, что- да, из-за непонимания языка, там половину не поймем, но на самом деле по большей части там танцы, как бы все понятно, поэтому Папа. можно учить язык и экспериментировать, ходить еще. ну, какие-то слова прям слышались, знакомые. Ну, уже пора. Так что будем ходить. А у нас сегодня по программе море. Погода замечательная, солнышко, тепло. 18 градусов. 18, да? А там, наверное, в Уреке еще потеплее будет, градуса на 2, чем у нас. Тима, привет! Помаши. А еще у нас гости сегодня, последний день. Завтра уже уезжают. Поэтому такой еще будет, как прощальный ужин у нас.
Сегодня прям не ветерка, штиль, море такое спокойное. Красота. Жаль, нельзя купаться, море холодное. Класс, Тася? Да. Да? На январских каникулах, да, на море? Вау. Ох, какая классная. Сейчас, так,